Привет, друзья! 28 лет назад, 29 июня 1995 года, произошла одна из крупнейших аварий 20 века. Из-за сильного ливня в Харькове произошла крупная авария на Диканевских очистных сооружениях. Такого дождя город не видел лет 100. Он начался в Харькове во второй половине дня и лил 3 часа. Оказались размытыми трамвайные линии, частично затоплена Салтовская линия метрополитена. Остановились трамваи и троллейбусы, из-за дождя по некоторым улицам не могли проехать даже грузовые машины. Все бурлило. Люди не могли передвигаться по городу, вода неслась, сбивая с ног. Обычный летний ливень превратился в стихийное бедствие. Дождя такой силы не выдержали сначала уличные ливневки, а вслед за ними и городские очистные сооружения. Тогда, 29 июня, добираясь вечером домой, харьковчане еще не знали, беда впереди. Заполнив все стоки и канализационные люки, вода хлынула в шахты очистных сооружений и машинный зал. Вывела из строя главную насосную станцию Диканевских очистных сооружений Харьковской городской канализационной системы. Канализационные стоки хлынули в Харьковские реки и Северский Донец. Использовать воду Донца стало просто опасно. По местному радио и телевидению прозвучало сообщение: чтобы уберечь себя от заболеваний острыми кишечными инфекциями, кипятите воду, мойте овощи и так далее. Харьков на целый месяц оказался без воды. В жилые районы воду завозили цистернами. В ожидании ее уже выстраивались очереди. Многие предприятия не работали. Также воду брали в источниках по всему городу. К ним круглосуточно стояли километровые очереди. В Харькове температура летом в тени достигала 35 градусов выше нуля. Духота и смог небывалой концентрации нависали зноем, и ни капли чистой воды. Санитарные врачи грозили эпидемией холеры, а местные жители старались уехать из Харькова. Как отмечали харьковские газеты, по экономическим масштабам случившееся можно сравнить лишь с Чернобыльской аварией. Для организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия был создан областной штаб. В Харьков прибыла правительственная комиссия. Работы пошли в 3 направлениях: восстановление и пуск насосной станции, санитарно-экологическая очистка рек, помощь пострадавшим. Запуск насосной станции стал задачей номер 1. В ходе аварии под водой оказались все насосы и компрессоры. Для работы были привлечены строители, транспортники, проектировщики, научные работники, подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. Работы велись круглосуточно. Аварий, подобных этой, еще не было. Многое пришлось решать на ходу. Работали на полную выкладку. Люди даже не спрашивали, сколько им заплатят за труд. Пришла поддержка из других регионов. Из Сум, Житомира, Донецка, Киева, Кременчуга прибыли насосы и оборудование. Восстанавливали тогда Диканевскую станцию всем миром. Даже военный альянс НАТО прислал уникальный насос.
На долю харьковчан выпало еще одно испытание. В ходе ликвидации аварии была прекращена подача питьевой воды. Закрылись детские учреждения и базы отдыха вокруг Донца. А вы задумывались когда-нибудь, сколько воды потребляет ваша семья? Сколько ее идет на приготовление еды, другие бытовые нужды? Ох, как же много мы, не замечая, используем ее в быту. Харьковчане познали ценность воды в эти неласковые дни. Услышав предупреждение, жители запаслись ею, кто как сумел и успел. Срок 3 суток оказался неточным. Запуск насосной станции затянулся. Со всех районов и регионов в Харьков потянулись машины с емкостями, наполненными водой. Свои цистерны направляли днепропетровцы, полтавчане и многие другие. Машины возили воду не только по дворам, но и в больницы, родильные дома, пункты питания. В общем, туда, где без нее, как поется в песне, и не туды, и не сюды. В эти дни харьковчане продемонстрировали колоссальную выдержку, хотя ситуация воспринималась по-разному. В Харькове все это время было спокойно. Не останавливалось движение транспорта, не закрывались магазины, вели прием в больницах врачи, играли и смеялись во дворах детишки. Подача воды в квартиры постепенно возобновлялась. Причиной Диканевской аварии чиновники назвали погодные условия, а харьковчане – халатность персонала. Восстановительные работы на Диканевке длились 10 лет и обошлись в 140 миллионов гривен. Авария 1995 года произошла потому, что изначально при постройке станции не был предусмотрен второй трубопровод. Поэтому единственный существующий коллектор тогда просто не выдержал нагрузки. Благодаря именно этой катастрофе в Украине было пересмотрено отношение к финансированию очистных сооружений. На Диканевке создали новую систему защиты, перепланировали вентиляцию, подвели дополнительную систему электроснабжения и построили дублирующий коллектор. Сегодня дату Диканевской аварии помнят только ее ликвидаторы. И на Диканевке уверены, сегодня станция выдержит ливень и похлеще того, что был в 1995 году.